что касается внутриполитических раскладов внутри Соединенных Штатов, Байден на этой неделе анонсировал, или это была какая-то информация, я вот уже точно не помню, что он собирается на второй срок. Вашингтон-Пост. Хотя он обещал отдать второй срок Камале Харрис. Даже называл ее когда-то президентом Соединенных Штатов Америки, когда стал только. Ну, После инаугурации сразу же. человек, который в свое время посетил северо-южную Каролину, ну, я должен сказать, что, в общем-то, не должен выполнять никаких обязательств перед Камалой Харрис. Но это мы так. Смотрите, это Вашингтон-Пост написал, там какие-то источники подтвердили. Это в первую очередь связано с внутриполитической ситуацией. И мы этого с вами коснемся. Вот, наконец, мы с вами там сделаем, давайте, например, в среду обещанную программу по прошедшим выборам и политическим процессам внутренним, которые сейчас происходят. Они очень интересные, эти процессы, так сказать, в Соединенных Штатах. Очень бурно лазают всякие червячки на язвах и ранах американской системы, и это, в общем-то, со стороны наблюдать интересно. Главное, чтобы не перескочили на нас. Более того, в Америке обсуждался, причем в ироничной форме, вот этот момент, когда Байден передавал на несколько часов, когда он находился под наркозом, чемоданчик Камале Харрис. Мы, опять же, мы обсуждали в наших выпусках ту напряженность, которая есть. Есть много подтверждений этому. Сотрудники Камалы Харрис называют Байдена расистом и сексистом. Ну, кстати, он всегда таким был на самом деле. Но, как мы видим, либеральная общественность может заставить себя поверить во что угодно. Так сказать, вы знаете, у нас общественность либеральная умудряется до сих пор убеждать себя в том, что барыга Порошенко это, в общем-то, национальный лидер без страха и упрека. Ну, такое дело. Хотя у меня, честно говоря, у меня, в общем-то, мысли поганые, язык поганый. Честно говоря, вот когда я видел в одних и тех же сообщениях там об обследовании, результатах обследования, когда вот совмещалось, что он там, у него в последнее время усилился кашель, но делают ему колоноскопию, честно говоря, я, конечно, не мог сам себе не задать вопрос, извините, каким местом кашляет старина Джо уже? Что ему приходится обращаться не к ухо, горло, носу, в общем-то, к зондажу, так сказать, прямой кишки. В общем-то. Ну вот меня, вот если серьезно, меня очень удивила дискуссия в средствах массовой информации Соединенных Штатов о том, что президенту Соединенных Штатов делали колоноскопию, результаты этой колоноскопии, что ему удалили доброкачественный полип во время этой, то есть, что все в порядке у него там в этом анальном отверстии. Это какой-то, я не Более знаю. того, вот не хватало того, что жизнь полипа сохранена. Что вам сказать, в общем-то. В этом есть свой символизм, плохой символизм. Ситуация, вы знаете, как это. Дьявол им судья. Да, так давайте вернемся к второму сроку Джозефа Байдена. Он, как вы считаете, кстати, вот первый вопрос, если он пойдет на второй срок и победит на выборах, он, приходя в сознание, будет управлять государством или уже все? Так сказать, вы знаете, мы и Ельцина видели, и я вам хочу сказать, в Алжире президент года 3 слабо понимал, что происходит. И еще мы знаем много всяких случаев на самом деле. Но тут, наверное, важнее то, что у него нету и по внешнеполитическим соображениям другого выхода. Потому что договаривается ли он с Си о том, по каким правилам они будут бороться. Борьба неизбежна, но пусть это будет там не бои без правил, а давайте какая-нибудь там классическая или вольная борьба. Давайте вот договоримся.
Будет ли он договариваться с Путиным там, о каких-то разграничениях сфер влияния, как вариант, о неких договоренностях и даже там о лунной или марсианской программе? Будет ли он договариваться с немецким лидером новым, ну или с другим? У всех один и тот же вопрос. Джо, ты с нами насколько договариваешься? Ты насколько договариваешься? До конца своего срока? Так, во-первых, с 22 года, если ты не выдвигаешься после выборов, где, скорее всего, республиканцы возьмут обе палаты, а даже если одну, мало вам не покажется, ты будешь такой хромой уткой, по сравнению с которой хромая утка — это, так сказать, спринтер. Это все понимают. И у Байдена нет выхода, как не заявлять, причем через там Вашингтон-Пост, это, так сказать, сказано, что на самом деле он объявит через год, сразу после выборов этих промежуточных. Нет другого кандидата на самом деле. Истеблишмент не очень рад, но согласится на это. Всякие Камалы Харрис ни на что не способны, только обостряют ситуацию. Ну и т.д. и т.п. Но главное в международной повестке, если он уходит в 2024 году, то большинство лидеров его пересидит. И тогда вопрос, а с кем мы будем договариваться? Ведь интереснейший момент. Уход Байдена по двум причинам. Либо вот, ну, по двум, сейчас на данный момент наиболее очевидным, но они в сумме меньше 100%. Есть другие варианты развития. Но мы берем два наиболее вероятных. Он передает, так сказать, эстафету Камале Харрис, и Камала Харрис каким-то образом, ну, мы даже знаем каким, с прошлого года, выигрывает эти выборы. Это абсолютно другая линия, это абсолютно другая демократическая партия, другие взгляды, другая ситуация, другие люди в Белом доме и Госдепе. И, возможно, придется все договариваться по новой. Если это республиканец, то есть, что Байден ему проигрывает, что, так сказать, Камала Харрис или другой преемник, тоже, так сказать, ну, в случае невыдвижения, ну, тоже абсолютно другая политика. Так вот, Джо, ты собираешься бороться за еще один срок, и, значит, с нами ты договариваешься, ну, там, на 6,5 лет, например. Может быть, кому-то кажется, что это очень такой бытовой разговор. Нет. Это серьезный разговор. Вот я когда-то говорил, и многие иронично воспринимали, что главная проблема в восприятии западными лидерами Путина после того, как он на второй двойной срок зашел, вот еще тогда, говорил о том, что он их всех пересидит. Ну, тех, кто был на данный момент. И, конечно, им это не сильно нравилось, что у человека есть другой горизонт планирования. А в данном случае у Байдена может получиться самый короткий горизонт планирования из всех мировых лидеров. Я, может быть, чуть-чуть сбивчиво это, так сказать, объясняю, но давайте как бы... У него нет выбора ни по соображениям внутренней политики, ни соображениям внешней политики. Прекратить всякую внутрипартийную, внутриполитическую борьбу внутри и продемонстрировать определенную протяженность во времени своей линии внешнеполитической и, значит, и тех договоренностей, которые будут им достигнуты. За Камалу Харрис вам не обидно, что ее так прокинули? Вы знаете, что я просто на примере Украины вижу, какие говнополитики комсомольского призыва были и есть сейчас. Так что, вы знаете, ну не жалко мне Камалу Харрис. Не жалко. Тем более, она такое творила, будучи прокурором Калифорнии. Например, в абсолютно очевидных делах, где нужен был просто анализ ДНК, который разваливал все обвинение. И все.
она запрещала это делать. Ну, добивалась того, чтобы это не делалось, препятствовала это делать. Так что, ну, она шла по головам, ну, пусть теперь по ее голове пройдутся. Почему я должен кого-то жалеть? Давайте вернемся к ситуации в Донбассе. Мне кажется, что в Минских соглашениях Россия пошла в наступление. Лавров опубликовал переписку, что, в принципе, раньше такого не встречалось. По-моему, Песков сказал, что это, в принципе, допустимо, и назвал два прецедента. Один, значит, Россия в 1918 году, и еще какая-то переписка была опубликована. Ну, то есть это, в принципе, беспрецедентный шаг. Очень жесткая риторика в плане Украины. О том, что Украина уже не выполняет Минские соглашения. Вот сегодня, по-моему, Лавров на присухе с министром иностранных дел Ливии сказал, что Украина публично вышла из Минских соглашений. То есть уже никто не высказывает никаких озабоченностей. Ну, правда, сегодня и на высоком уровне и в Москве, и в Киеве обе стороны заявили, что там не стремятся ни к наступлению, ни к эскалации. Интересное заявление службы внешней разведки российской. Они, с одной стороны, так сказать, назвали Госдеп рупором дезинформации. И это интересно в каком плане? Ну, в том плане, что то, о чем мы говорили, так сказать, договариваться можно с Белым домом, договариваться можно с Пентагоном, и какие-то договоренности идут. А Госдеп не хочет договоренности. Ну, значит, он во всем и назначен крайним. Хотя насчет того, что информация такая негативного плана и информация про нагнетание, так сказать, ситуации, это и Блинкин заявлял, и, собственно говоря, с его подачи это все зажило новой жизнью, после того, как там военные первые, так сказать, первую информацию журналистов, ну, купировали, либо дезавуировали даже, что это все не так. В общем-то, Блинкин придал второе дыхание этой информации. Так что, ну, логично обозначить человека, который там мешает лидерам, ну или орган, который мешает лидерам. Что касается переписки, ну, я вам хочу сказать, конечно, последнее из опубликованных писем Лаврова, ну, конечно, оно писалось в тот момент, когда было уже решено слить переписку. И, конечно, она писалась уже не для коллег-дипломатов, а для широкой публики, которая это прочитает. Ну, это такой момент. Ситуация понятная. Берлин и Париж, ну, я имею в виду их Министерство иностранных дел, в условиях тупика предложили сделать короткий шаг назад, вернуться на уровень парижской встречи декабря 2019 года, ну и фактически заново это все подтвердить и снова начать вот с этой точки, снова как бы подтвердить, возобновить перемирие, меры там по укреплению доверия, как в таких случаях говорят, ну то есть меры, так сказать, безопасности, соблюдения перемирия, новые пункты открыть. То есть, ну, грубо говоря, некий подготовительный начальный этап, снова его перезапустить. Вот о чем шла речь у Германии и Франции. Россия ставит вопрос, что надо выполнять уже Парижские соглашения. Ну, возвращаясь к тому, что я 1000 раз говорил, это большая наша национальная проблема, начиная там с меня, я её по себе знаю, что достигнутые договоренности, особенно если это сложные договоренности, в ходе сложной переговорного процесса рассматриваются не как начало для их выполнения, а как начало для нового переговорного процесса. И Германия с Францией согласны по своим причинам принять такую точку зрения. Москва отказалась, но Москва сейчас в другой парадигме существует. И вот я должен вернуться к статье Медведева. Все-таки я, ну, исходил и говорил от этого, что эта статья, несмотря на стратегический замах, она носит тактический характер. Но вы знаете, что вот это происходит в логике той статьи.
Но если с Украиной Россия прекращает о чем-либо там особо договариваться, то в чем смысл договариваться с Германией и Францией, которые поддерживают в целом позицию Украины? Договариваться о чем-то можно с Соединенными Штатами. Более того, между строк читается: мы встретимся с Байденом, мы поймем, кто, что, чего и куда, и если мы там договоримся о чем-то, ну, мы вам расскажем, о чем мы там договорились. И вы знаете что? Прецедент, да, конечно, прецедент создан. Поехала Меркель в Вашингтон, подписала вот этот документ про энергетику, где и за Украину порешали, и заодно за Польшу, не называя просто Польшу, но про этот проект Троеморя тоже все порешали. Ну, почему теперь не могут Байден с Путиным чего-то порешать? Ну, вы потом американским кредиторам расскажете, американским наблюдательным советам и судьям, которых сейчас американцы собираются здесь ставить, что они вырвали это право у президента. Будете им что-то там рассказывать, что нельзя за спиной Украины и без Украины о чем-то договариваться по Украине. Они скажут: ну мы же как ваши друзья сделали вам лучше, а ваша задача это лучше имплементировать. Вот примерно такая позиция России. Вот и где-то она была тогда первый раз обозначена, а сейчас она как руководство к действию принята. Ну и, судя по всему, в общем-то, не будет пока никаких переговоров в нормандском формате. Да и, собственно говоря, вот заметьте, а с кем вести? Меркель уходит. Меркель уходит. Маас, хотя его партия победила, уходит тоже. Более того, будет очень большая веселуха, если Масса сменит представитель партии «Зеленых». Это будет очень весело и, так сказать, смешно. Ну, посмотрим. Возможно, все-таки от свободных демократов будет министр иностранных дел, ну и вице-канцлер, соответственно. Но опять же, ну, уходящая Меркель, и ведь победил не ее преемник, а ее как бы, ну не то чтобы противник, он был в коалиции, Шольц, но это конкурент, у них будет другая линия. Она не будет связывать ему руки своими договоренностями в последний месяц. Возможно, 1 месяц уже остался, хотя там есть проблемы с коалицией, мы это тоже обсуждали. Ну, наверное, создадут до Нового года. Вот, вот такая ситуация. Более того, ну мы же с вами понимаем, что это все звенья одной цепи. Так сказать, торпедирование нормандского формата и включение де-факто Донбасса неподконтрольного его части в единое экономическое пространство России. То, что вот указом Путина было. И самое главное, допуск предприятий отдельных районов Донецкой и Луганской областей к госзакупкам российским. По-моему, все ж понятно. То есть легальный способ, открытый легальный способ получать бюджетное финансирование из Российской Федерации. Более того, под это должна быть определенная система создана, так сказать, дополнительная, финансовая, банковая, я уже не знаю, какая, ну, должны быть дополнительные элементы, чтобы эти деньги могли поступать, потом из них там выплачиваться зарплата и прочее, прочее. Будет, значит, создаваться и дальше Донбасс, неподконтрольная часть, будет интегрироваться и уходить от Украины. Ну, здесь, по-моему, это никого не беспокоит. Ну, на самом деле, как, с моей точки зрения, это более, ну, скажем, жесткий и принципиальный шаг, чем раздача даже паспортов, на которые у нас больше отреагировали. Потому что это дает возможность полноценному экономическому развитию этого региона, который, в принципе, оторван и в блокаде с двух сторон де-факто находился. А сейчас, ну, то есть это возможность и получения инвестиций,
там, создание новых рабочих мест, повышение уровня жизни, заработных плат и так далее. И меня удивило то, что очень слабая реакция была со стороны американцев на это. Это тоже интересный момент. Через несколько дней отреагировали, так сказать, Германия и Франция, а вот США была какая-то реакция, ну такая очень вялая. По-моему, Кристин Квин что-то сказала по этому поводу, но, по-моему, даже в интервью, а не вот так официально. Но я так понимаю, что есть та линия в руководстве Штатов, вот примерно ту, которую излагает вот этот эксперт Ранда. Кстати, Нулан то, о чем говорила после встречи Путина и Байдена, разъясняя, так сказать, в интервью для украинских СМИ, по-моему, в «Голосе Америки» большое было, ну, в украинском «Голосе Америки», очень большое интервью, так сказать, о том, что, с одной стороны, вот то, что этот эксперт говорит, что подталкивать Украину надо, ну, подталкивает Россия. А если США не вступается, ну, значит, что-то надо как-то там действовать. И второй момент, ну, он же четко сказал, что Минские соглашения — это единственный документ, согласно которому Путин обязался уйти, ну, она так, это она так сформулировала, Путин обязался уйти из Донбасса. Если вы выходите из Минских соглашений, или они там не выполняются, ну, никто оттуда не уйдет. Вот так вот спокойно сказала Виктория Нуланд. И даже чаю не предложила, не говоря уже про печенки. Ну вот мне что интересно, это решение Путина, ну, этот указ был подписан практически сразу после визита Бернса в Москву, главы ЦРУ. И учитывая то, что американцы очень слабо отреагировали, это было по согласованию с американцами, с вашей точки зрения, или это был сюрприз, скажем, для американцев, поскольку Во-первых, Андрей, там переговоры по Украине в тупик, ну в тупике пока. Андрей, во-первых, есть официальная патриотическая версия, что директор ЦРУ в Москве поставил ультиматум, так сказать, что не дай бог тронете Украину. Это такая официальная, вы знаете. Значит, я думаю, что стороны обменялись мнениями о красных линиях в различных процессах, в очень многих. Ну, где могут сотрудничать по Ирану, там, наоборот, не красные линии идет речь, а о том, что как-то надо этот пазл сложить, например. По Афганистану про складывание пазла идет речь. А там, где красные линии, судя по всему, Бернс дал понять, что уменьшилась заинтересованность. Я думаю, что то, что красные линии насчет суверенитета, территориальной целостности, невозможности там дальнейших аннексий, это безусловно. Но я так понимаю, что российская сторона то, что сказанное по Украине, восприняла, что эти шаги никак договоренности с Бернсом не нарушают. И, в общем-то, с той стороны, и даже в публикациях, вот где, вот казалось бы, ведь когда журналисты, ну понятно, что журналистам там объяснили, что надо писать примерно, но им бы могли сказать, а еще упомяните, что экономически, типа, в состав России включил, что, ну, во многом правда, так сказать, преувеличение, но незначительно. Но этого никто не пишет. Это эксперты западные тоже не обсуждают. Вообще это воспринялось как нечто такое естественное. Вот вы знаете, что как-то по паспортам было намного больше всяких там заявлений, так сказать, и еще там были вот шаги, которые вызывали. Это практически не вызвало никакого такого резонанса серьезного международного. Даже вяло, я считаю, и Франция с Германией отреагировали. А ведь это фактически самый большой шаг по интеграции этих территорий. Это вообще серьезный. Ну, самый серьезный шаг. Все, осталось только границу снести, и все, между ЛДНР и Россией. Ну, я имею в виду, там таможенные пункты. Ну, так сказать, как это? Ну, никто же, послушайте, ну никто же не спешит. Ну, тоже вот, послушайте, ну я с 15-го года, как, ну там, я не знаю, как попугай, что-то друзья, блядь. Ну,
Время работает на русских. Нет, да Россия развалится, мы это все заберем. Да Россия в такой будет экономической жопе, что, блин, да сама с радостью откажется. Да, время работает на Россию. Время работает на Россию. Каждый следующий вариант реинтеграции хуже, чем предыдущий. А закончится все тем, что вам уже не предложат никаких вариантов реинтеграции. Вот и все. Ну, понимаете, печально всегда говорить очевидные вещи, на которые собеседники не способны, не готовы или не хотят реагировать. Ну, Андрей, ну маємо, що маємо.